Наташ, скажи, пожалуйста, что послужило точкой перехода для тебя, перейти с западной астрологии в ведическую? Ну, самым первым моментом, наверное, было то, что западная астрология, никогда до конца не удовлетворяла, моему интересу. То есть она отвечала на вопрос, что когда что-то может случиться, да. Лунная астрология тоже очень долгое время мне служила, примерно лет 10, лунная астрология, в западной концепции. Но, и был такой момент, который, до конца не объяснял, а почему это все происходит. То есть, не было какого-то понятия, понимания того, а зачем это все делается. И, вот самый такой момент, который больше всего меня, мучил, самый такой вопрос глобальный — это, когда все астрологи западные, пишут, не понимая вообще того, что они пишут, когда они говорят: "У вас плохо расположена Венера, вам надо ее прорабатывать. И Марс у вас плохо расположен, вам его надо прорабатывать". Ты им задаешь вопрос: "А как его прорабатывать?" А тебе говорят: "Ну, это вы сами додумайтесь". И я оставалась всегда в таком, ам, недоумении. Как бы, а что за консультацию я получила? Какой смысл мне знать, когда я родилась и как у меня расположены планеты, если это не объясняет абсолютно ничего из того, что дают мне эти планеты? Ну, может быть, это мой такой не очень хороший опыт, попался, в плане консультирования. Именно это Мгм. привело меня к изучению астрологии. Но в какой-то момент, Ведическая уже или еще? это была еще западная, но даже западная не до конца отвечала на вопросы. То есть я изучала. Она говорила очень хорошо про прогнозирование. Она говорила о том, что вы можете посмотреть, а почему у вас случилось то и это, но она не говорила, как предотвратить какие-то моменты. И в какой-то момент, создавалось ощущение, что астрология — это какой-то фатализм. То есть все у тебя должно случиться так и никак иначе. А ты сидишь и думаешь: "А как же свободная воля человека?" И в какой-то момент, я наткнулась на очень старые лекции, Толмачева, Олега Толмачева, а, где он, описывал, просто давал характеристики, планет, знаков и планет, на основании ведической системы. И когда он их давал, он говорил: "Но если у вас вот проигрывается это все на таком уровне, вы не переживайте, вы делаете это, и у вас будет идти улучшение". И я подумала: так вот она, эта знаменитая проработка. Наверное, оно так и должно работать. И, когда я стала уже изучать, ведическую астрологию, мне стало понятно, что это не догма, абсолютно не догма, потому что ведическая астрология, основывается на другой концепции. Там другая философская система, и, основная ее концепция, вот та, которая мне нравится больше всего, это звучит так. Это такое сравнение, что ваша натальная карта — это как ваш полет в самолете. Вы уже купили билет. То есть вы родились в какой-то момент, и ваш билет на самолет уже куплен. И вы уже сели в этот самолет и летите в нем, но вам в какой-то момент некомфортно. И вы просите бортпроводника, бортпроводницу, проводить вас на другое место, на лучшее место. И она смотрит на вас и говорит: "Ну да, вот такой милый, так хорошо попросили, да, вот приятный человек", и проводит вас на другое место. Но для того, чтобы это сделать, вы должны были приложить какие-то усилия. И вот это и есть концепция ведической астрологии, что вы рождаетесь с определенным набором, но в течение вашей жизни, при определенных усилиях с вашей стороны, при определенных действиях, вы достигаете другого результата. И результат может быть достигнут в зависимости от вас. Все зависит от вас. То есть вот она, эта свободная воля.